Украинский конфликт стал не только долгим и кровавым, но и революционным технологическим. Впервые стали применять военные дроны в массовом режиме, и впервые же на суше и на море. Оказалось, что фактически игрушки за небольшую стоимость способны выводить из строя многомиллионные агрегаты, корабли, артиллерийские установки, личный состав. При этом запускающая сторона хотя и теряет дронов в огромных масштабах, но все равно не рискует своими военными и существенными боевыми единицами, как если бы было прямое столкновение. На первом этапе украинские дроны лишили Россию морского преимущества, а также разгромили механизированные колонны, наступавшие на запад. На следующем этапе уже российские дроны уничтожают места дислокации противника, его точки снабжения и размещения, включая локализованные в городах. Сейчас обе стороны ведут напряженную гонку вооружений по сборке дронов, понимая, как эффективен этот инструмент в современной войне. Не забываются и прямые задачи дронов – разведка. Соперники фактически круглые сутки наблюдают друг за другом с помощью дронов, а с попытками сближения отлично справляются целые раи летающих боевых машин. Если в прошлом веке во время Второй мировой на поле боя царили танки и бронемашины, затем первенство перешло к дальнобойной артиллерии, то теперь и она потеснена дронами. Например, Израиль в ходе операции «Восходящий лев» применил беспилотники для уничтожения иранских систем ПВО, и обе операции были тактически успешны. И пока военные радостно требуют бюджеты, а производственники собирают миллионы дронов для войны, в мире созрела угроза невиданной эскалации застарелых обид. С 1945 года и создания ООН мир пришел к паритету сил. Определился круг ядерных держав, которые взаимными опасениями сохраняют мир на планете и опекают мелкие страны, лишь иногда вторгаясь в них. Все понимают, что при нарушении баланса потери от применения современного, а тем более ядерного оружия будут превышать любые военные приобретения. Кроме того, создать современную армию, не привлекая внимания соседей, для небольших стран невозможно. Проще торговать, чем развязать войну и затем противостоять пехотой, авиации, ракетам и дальнобойной артиллерии. И дроны сломали эту систему. Оказалось, что если у вас их миллион, вы можете уничтожить авиацию противника еще на аэродромах, как и система ПВО. Вам не страшны флоты танковой армады. Дроны выведут из строя их, даже если до цели долетит лишь 1 из 10, но урон врагу будет в десятки раз тяжелее. У вашего соседа огромная армия, она все равно меньше миллиона дронов, собрать которые смогут 5000 рабочих всего лишь за полгода. А если рабочих будет 100 тысяч? И ударить сразу по казармам? Потери, которые приносят дроны, столь существенны, а возможности защиты от них столь слабы, что даже вмешательство крупной страны с ядерным оружием не слишком поможет врагу. Зато сама страна должна сильно подумать, готова ли к огромным жертвам. В итоге в мире появился колоссальный соблазн вновь пересмотреть границы и взять реванш. Что с того, что условная Эстония имеет небольшое население и армию, если за несколько лет она сможет собрать миллионы дронов? Это и защитит ее от России, почти выровняв смертоносный потенциал, и даст возможность расширения за счет менее технологически грамотных соседей. А сколько таких стран в Азии и Африке, где границы только на бумаге, а войны тлеют веками? Теперь можно не тратить своих людей, а воевать дронами. Сколько народов и племен, помнящих древние обиды. Это приведет не только к всплеску новых войн, новым оружием, но и больше их длительности, так как сначала жертвы будут нести только механизмы, а уже затем люди. Пока у вас есть завод глубоко под землей и монтажники связи самих дронов, вы сможете воевать дальше. Соблазн решить старые проблемы снова будет столь велик, что неизбежны новые конфликты в старых местах. Бывшая Югославия, Израиль, Ирак и Иран, Восток Турции, Индия и Пакистан, Центральная Азия. Кто не захочет рискнуть и скинуть судьбу маленького нищего государства, чтобы, присоединив соседей, стать региональной державой? А на другом конце мира – кузница мирового наркотрафика Латинская Америка. У них тоже были жестокие войны и старые обиды, но еще есть и организованный криминал с военными возможностями, как у целых стран. Теперь дроны картелей смогут залетать прямо в квартиры и дома неугодных, а киллер будет неизвестен,
Они будут бить по подстанциям, дамбам, гидроэлектростанциям, если их требования не будут выполнять или полиция будет проводить рейды. Равно как и любые теракты теперь могут исполняться дистанционно дронами, без риска для исполнителей и шансов предотвращения. А теперь добавим еще возможность управления дронами искусственным интеллектом, где не 10 операторов идут 10 дронов, а летит их 10 тысяч, каждый по своей траектории, за доли секунды меняя цели подлета и контуры операции. Представляете, какой ящик Пандоры открывается перед всеми честолюбивыми дельцами мира? Со времен появления огнестрельного и ядерного оружия не было такой возможности перекроить баланс сил. Причем, если огнестрел и атомная бомба была доступна отдельным странам и регионам, то дроны есть у всех, от богатейших держав до криминальных банд. 21 век обещает быть веселым и ничуть не менее кровавым, чем век 20. И самое плохое то, что защиты от дронов пока нет. Подавление связи решается на ограниченном числе объектов. А если летит многотысячный рой с разных сторон? Противодроновые ружья и глушилки сигнала также дороги и имеют те же проблемы. Фактически работают лишь физические методы – сетки, решетки, броня, что делает дроны неконтролируемыми и неуязвимыми. Более того, собирать их могут едва ли не в подвалах с помощью 3D-принтеров, любой желающий. Компоненты дешевые продаются в магазинах. Когда-то казавшийся глыбой приоритет США на море с армией авианосцев и в воздухе теперь стремительно истощается. Будущие войны будут вестись иными способами, где авианосец бессилен и скорее сам жертва, чем хищник.